Я выписал специально, даже самому было интересно, во что этот материал обойдется. Когда-то, еще совсем недавно, каких-то 15 лет назад, когда я начинал свой путь в строительстве, было очень сложно начинать работать, потому что не было никакой информации о технологиях производства работ. Потому что вся информация передавалась только из уст в уста. У меня, например, не было ни интернета, телефонов вообще тогда таких не было с интернетом. Поэтому я помню, чтобы научиться монтировать потолок из гипсокартона, я купил специальный учебник, переведенный с немецкого языка на русский, это была технология КНАУФ, и читал вот такую книгу, чтобы научиться вешать потолок из гипсокартона. А сейчас вам нужно нажать просто кнопочку на телефоне, и за 15 минут вам человек объяснит, как все делается, как все монтируется. В этом видео я вам покажу, как смонтировать вот такой наклонный потолок на мансарде. По ходу работы буду комментировать все этапы, ваше дело только досмотреть до конца. С вами канал Основы ремонта, поехали! Перед монтажом я советую расчертить вам весь каркас на листике, только потом начинать работу. Все отметки проще будет поставить на полу, а потом с пола при помощи лазерного уровня перенести их уже на потолок, чтобы не прыгать по 100 раз на одном месте. Подвес прямой, он же крокодил, к деревянному основанию крепится на 2 самореза. Если мы крепим к бетонному потолку, то там уже используется анкер-клин. Расстояние между подвесами я делал произвольно, но чаще, чем это нужно по технологии. Как определить нужное расстояние? Вы просто открываете технологию монтажа потолков системы КНАУФ P112, P113, и там все размеры есть. Все зависит от толщины гипсокартона и основания, к какому вы крепитесь. У меня подвесы прямые примерно расположены друг от друга на расстоянии 50-60 см. Основные профиля 60 на 27 должны крепиться между собой по осям не более 1,20 м, 1200 мм. Уже можно делать, то есть через 800, через 900 будет самое то, что нужно. Эти профиля несут основную нагрузку, на которой будет и висеть весь наш потолок. Но гипсокартон сам будет крепиться уже к несущим профилям. Это увидите дальше. Профиль основной, который у нас переходит с горизонтальной плоскости в наклонную, я соединяю между собой саморезами. Так как функция этого профиля несущая, то этот профиль должен быть максимально целостным, цельным, он несет на себе всю нагрузку. Коротко объясню, что я здесь сделал. Вот эти профиля в двухуровневом каркасе называются основными. Дальше уже будут крепиться несущие профиля. Значит, по поводу вот этой направляющей, ее можно было, в принципе, не крепить, если бы у меня было куда закрепить крокодил. Так как подвес прямой мне некуда было закрепить, поэтому профиль держится на направляющей. Она идет не по всему периметру, только там, где нужно держать профиль. Внизу вот эта направляющая, я ее сейчас уберу. Она мне нужна была просто для того, чтобы зафиксировать при монтаже вот этот профиль, потому что одному крепить неудобно. Здесь только сложно вот этот профиль, он идет 10 сантиметров, его ось должна проходить не более 10 сантиметров от стены, поэтому здесь вам нужна будет угловая насадка. Она у меня как раз таки сломалась, поэтому я ее пока прикручивать не буду, соберу так. Потом я уже заказал насадку, насадка придет, докручу.
расстояние между осями вот этих вот основных профилей должно быть не больше, чем 1,20 м. У меня здесь уже где-то через 800 идет, просто все из-за окна. Я уже ориентировался по окну, от окна уже раскидывал эти профиля. Вот здесь только получилось 1,20 м, а там везде меньше. Следующим этапом мы размечаем сейчас несущие профиля. Они должны быть по осям через 50 сантиметров, не более. Единственное, только от стены делаем 10, потом от 10 уже через 50 все пойдет. Это точно так же на полу можно все разметить и лазером перенести на потолок. Соединитель двухуровневый, он несет ту же функцию, что и наш обычный старый добрый краб. Он соединяет просто два профиля. Соединитель двухуровневый мы цепляем на наши основные профиля уже в четком размере. От стены отступая 50 сантиметров и дальше через 50 по осям, кратно длине нашего листа гипсокартона, который составляет 2,5 метра. Комната не очень длинная, там 4,5 метра получается, поэтому я собираю на земле сразу, профиля скручиваю и вешаю их в разбежку, то есть стыки все в разбежку идет через один. Вернулся к нашим сложным местам. Я говорил, что вот этот прямой подвес, здесь очень неудобно подлазить, вам нужна будет угловая насадка. Хотел заказать Milwaukee, но, блин, она 2 недели будет идти. Поэтому вчера поехал, взял DeWalt. Кстати, Milwaukee 2500 стоила угловая насадка, DeWalt вот этот вот с Leroy-шный 1600. Но, между прочим, ну, нормально работает. Можно как бы и такую взять. Вот я поближе вам покажу. Магнит хороший, хорошо держит, саморезы не падают. В общем, как бы поработать пойдет. Не знаю, правда, насколько ее хватит, но пока работает.
Везде по всему периметру металл не достает до стен где-то около сантиметр-полтора, то есть сделан зазор. Вот эта направляющая, к ней гипсокартон не крепится, на ней просто висит профиль. То есть периметр у нас не привязан к стенам. Гипсокартон не привязывается к стенам жестко. Вот этот стык Т-образный получился. Ну, на самом деле, здесь я это сделал, потому что у меня не очень удобно было из-за вот этих вот стоек все это делать в разбежку. Поэтому я решил, что у меня все плоскости будут сделаны из целых листов. А здесь уже в шкафу, ну пусть он будет Т-образный, но самое главное, что все вот эти стыки, они соединены на профиле. И плюс они будут сделаны еще унифлотом, специальной шпаклевкой, кто не знает, для стыков, очень качественная, хорошая. Поэтому я думаю, что ничего с ними на такой площади не произойдет, ничего не треснет, не лопнет. Так что это в этом случае не страшно. Ну вот и доделал я потолок. Делал я его дней 5, потому что неполные дни были. По возможности, как время было, я его лепил. А так, я думаю, у вас уйдет на это пару дней, наверное. День каркас, день гипсокартон. Теперь по ценам. Я выписал специально, даже самому было интересно, во что этот материал обойдется. Материал весь КНАУФ, кроме профилей. Профиль, который 60 на 27, я не брал кнауфовский, дорогой, там почти в 2 раза дешевле, какой-то идет премиум. Но премиум не значит, что там металл тонкий. Нет, металл тоже шестерка, это очень важно. Но марка не КНАУФ. А остальное все, профиля, подвесы, направляющие, подвесы, соединитель двухуровневый, гипсокартон, все это кнауфовское. Перечислять тут по копейкам я не буду, но весь материал здесь посчитан, он обошелся в 13,5 тысяч. Ну, вот и считайте. То есть это не такие уж и большие деньги для того, чтобы сделать качественный себе потолок. Не надо ни в коем случае, я видел, люди лепят
гипсокартон прямо на черновой потолок. Ну это бред, но он порвет, потрескается, вот так его погнет со временем. Ну так не делайте. Делайте на мансарде всегда каркасные системы. Потому что крыша это такое не монолитное строение, и все здесь двигается, потом все это будет рвать, поэтому по максимуму все должно быть на каркасах, на мансарде. Это первое. Дальше, что я вам хочу сказать. Вот такие двери, сейчас камеру возьму. Двери эти в Леруа куплены, это массив. Я его потом покрашу, потом покажу в какой цвет, как это все будет выглядеть. Будут здесь встроенные шкафы в мансарду. Ну, может вы в интернете посмотрите, как они выглядят. Вот сюда. Окно, кстати, окно я сейчас пойду за материалом, я вам покажу, каким материалом и как я его буду обшивать. Тоже, я думаю, кому-то это будет интересно. По поводу этих шкафов скажу, у меня есть мебельщик, вызывал я его, чтобы он мне посчитал этот шкаф, насчитал 90 тысяч, почти 100 за шкаф, за вот этот шкаф, но это несерьезно, ребята. Не, конечно, это серьезно, да, зарабатывать как бы всем надо, но я сделаю, наверное, раза в 5, а то и больше, может дешевле. Так что сейчас пока я думаю, рисую, как я буду делать. Каркас, кстати, у меня будет из гипсокартона, это тоже очень важно. Отходов много, гипсокартон есть. Основной каркас будет гипсокартон. Двери эти будут не распашные, а раздвижные, то есть шкаф-купе. Достаточно интересно будет выглядеть. Так что ремонт двигается потихоньку, помаленьку. Кстати, по поводу потолка, я уже даже прикинул, сколько бы я взял за работу. Я бы взял за эту работу, ну, 1020, не меньше. То есть 13 плюс 20, вы считаете, 33 тысячи, и вы бы отдали за потолок, если вы будете делать не сами. Но я, в принципе, вам все показал, что может быть проще его слепить. Да, может времени, так как, допустим, если вы не мастер, уйдет у вас гораздо больше, плюс инструмента специального нету, но все же 13 тысяч и 33 разница есть. Ну а я буду потихоньку продолжать, по возможности снимать, все показывать вам. Ну, шкаф, я думаю, это интересная тема будет. Я еще сам, в принципе, не придумал всю систему, но сейчас как раз этим занимаюсь, сейчас расчерчу. С гипсокартона, я повторяю, соберу каркас и двери вставлю. Как это будет выглядеть, увидите попозже. Кому интересно, не забудь подписаться. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока.